Не, ну это пи***. Надеюсь, что мы не умрем в этом отеле. Всем привет! Сегодня впервые на нашем канале обзор отеля 3 звезды в Хургаде. Отель Empire Beach Аквапарк в старом городе. Какой он отдых в тройке? Возможно ли здесь расслабиться или это выживание на все включено? Покажу весь шквал эмоций из этого отеля. От радости низкой стоимости $28 человека за ночь на все включено в высокий сезон. До шока и практически слез в номере. От наслаждения Красным морем до паники на пляже. Но что же все-таки манит сюда отдыхающих? Ведь столько народа в море я не видела в отеле очень давно. Будем разбираться. А цены на все популярные экскурсии из Египта, Эмиратов, Турции и Шри-Ланки смотрите на нашем сайте Travel24 онлайн. Отель Empire Beach находится в 14 километрах от аэропорта, и на туристическом автобусе это займет около 40 минут, если заезжать по пути в несколько отелей. Боже мой, по виду, конечно, это не работающий отель. Надеюсь, что будет все как на фотографиях в Booking. Я была морально готова к тому, что еду в тройку, поэтому сразу многого не ждала. Никакого заезда на территорию нет, вход на ресепшн сразу с дороги. Ну и, конечно, ресепшн меня тоже не смутил. Дешево, 3 звезды, есть где присесть, стойка регистрации, цветочки, правда, не живые. Мы получили браслеты, но номер подождали еще минут 30, так как было только 12 часов дня. Окей, это не проблема и не нарушение. Прогулялись и в целом порадовались зеленой зоне на территории. Ну а теперь идем в номер. Шли мы долго и практически по всем коридорам отеля прогулялись. Бронировать экскурсии на нашем сайте лучше по прилету в Египет. За 1-3 дня до экскурсии. Что взять с собой, точное время выезда и другие рекомендации мы отправляем в мессенджер при бронировании. И главное, никакой предоплаты. Оплата в трансфере, который забирает прямо из отеля. Ждем вас в Египте. Итак, добро пожаловать на обзорчик номера. Первый раз номер отеля 3 звезды. Пока мы шли по коридору, у меня уже начало закрадываться вот это сомнение, куда он нас ведет. Когда я увидела эту дверь, это вообще просто космос. Я поняла, что конец. Что за этой дверью? Моя интуиция меня не обманула, к сожалению. О боги! Там было указано 26 квадратных метров. Я не понимаю, где здесь 26 квадратных метров. Здесь только 2 вот маленькие кроватки видим. Причем в таком состоянии, вот посмотрите только на подушку. Просто маленький пример. Подушка. Тут какой-то волос черный. То есть, соответственно, это точно не мой волос. Оно вообще вся грязное. Там какие-то следы крови, помады. В общем, такое. Стены давно тут ничего не красилось. Я не знаю, конец обзора, выключай. А мы продолжаем. Давайте посмотрим по оснащению номера. Как видим, здесь есть шкаф. И это уже хорошо, даже в 3 звездах есть шкафы. В шкафу аж 2, 4, 5 вешалок, дополнительное одеяло и подушка. Надеюсь, что эта подушка будет чистая. Ну, не сказала бы. Сейфа, как видим, мы здесь не находим. Наверное, в 3 звездах он не предусматривается. Но зато есть холодильник. Хорошая новость. Холодильник, конечно, бы помыть. Внутри у нас шуба. Хотелось бы, чтобы это была селедка под шубой, но здесь просто шуба. Воды тоже не предоставили, к сожалению. Но зато телевизор, несмотря на то, что номер довольно старый в таком состоянии, телевизор они сделали уже не ящик, а вложились, так сказать, чтобы вы наслаждались. Каким каналом, не знаю. Дальше есть зеркало, чтобы прихорошиться. Правда, его тоже давно не мыли. И место для работы. Стол покрашенный в белый. Обращаем внимание на фурнитуру.
Вот такие вот пиптики, ручки такого старого образца. Ручки, подождите, ручка! Потому что второй ручки нет. Кто-то увез ее, наверное, как сувенир из египетского отеля. Ой. Приглашаю вас в ванную. Судя по номеру, много мы уже не ожидаем, но все самое необходимое есть, как я люблю говорить. Здесь у нас есть кран, вода из него течет. Помоем руки. Зеркало довольно большое, из освещения, видимо, одна лампа. Здесь торчит одна, второй нету. Экономия нынче у нас. Дальше туалетная бумага. Ну, дошло до того, что я в ванной перечисляю: вода, туалетная бумага, унитаз. Боже, какая-то грязная бумажка. Мне кажется, просто наш номер не убрали. Хотя бы если бы это все помыть и убрать, то было бы хоть что-то. Ну и, конечно же, шторка. Моя любимая шторка. И душ. Работает? Проверяем. Вау! Душ работает, ребята! Так что помыться сможем. Одни плюсы. Ну и последняя дверь, наконец-то, нашего номера. Окошко, оконце, в общем, обращаю внимание, маленькое. Из-за этого кажется, что света мало, как будто мы в подвале. Но балкон спасет всю ситуацию, потому что у нас вид на море. Это неспроста. Я бронировала номер с видом на море. Поэтому, если что, ну хотя бы берите с видом на море, чтобы можно было сбежать оттуда. И вот присесть здесь, надеюсь, у нас все останется чистым. И наслаждаться, потому что вид на Красное море может скрасить любую ситуацию. Что ж, подводим итоги. Общий балл по номеру у нас получился 2,3. И это, пожалуй, феноменально низко. Ниже у нас на канале ни разу не было. Я скажу, что это, конечно, испытание. И это очень жестоко по отношению к туристам, я считаю. Потому что жить, отдыхать там сложновато. И более того скажу, я планировала там ночевать, но не смогла. Я понимаю, что у нас был выбор поехать домой ночевать, а у отдыхающих его нет. Что в этом случае? Либо менять номер, смотреть, чтобы хотя бы уборку еще раз сделали, потому что, мне кажется, в нашем даже не было уборки. Плюс кондиционер, как мы поняли потом, совсем ничего не охлаждал, опять же. Поэтому на ресепшн постоянно тусовались туристы, отдыхающие с какими-то жалобами. Но потом кто-то менял номер, кому-то что-то приносили, что-то ремонтировали. Ну, приходилось как-то жить. Не знаете, как выбрать отель? Друзья, мы заморочились и сделали единый рейтинг отелей, которые посещали. Теперь вам не нужно искать видео по всему Ютубу. Просто переходите на наш сайт Travel24 и выбирайте отель по нашим оценкам. Можно выбрать отели с лучшими пляжами, лучшие по питанию или лучшие для отдыха с детьми. А главное, сервис абсолютно бесплатен. Пользуйтесь на здоровье. Наш сегодняшний 3-звездочный опыт находится в самом центровом районе Дахар, самом старом районе, он еще называется Старый город, поэтому все, что увидите здесь вокруг, немножко специфическое. И если пойти в какой-то там дворик заглянуть, можно даже побывать как будто бы в гостях у местных. Но есть бонусы некоторые. Если пойти налево, то вы попадете в один из самых больших известных торговых центров Хургада-Сити. Он не так давно открылся. Если пойдете направо, там есть небольшой Гранд-аквариум. Проходим сквозь ресепшн и попадаем на территорию отеля, площадь которой 20 тысяч квадратных метров. Для Египта отель малюсенький, но первое впечатление при выходе из ресепшн хорошие. Обалденная терраса есть в отеле. Сразу вот перед ресепшеном
очень много зелени, прям газон и очень комфортные стулья, кресла, столики, наверное, вечером здесь сидеть просто бомба. Ну и днем особенно есть уединенные в уголках там такие местечки, где уже тень от пальм. Вот там я себе присмотрела, если честно, иду туда и с видом вот на всю эту красоту, благоухающую зеленью, очень даже неплохо. И учитывая то, что мы еще не посмотрели, что дальше, я сразу такая думаю, так, $56, все неплохо, хорошо, идем. Дальше на территории длинная лестница вниз с бурлящими водопадиками. Все это выглядит, конечно, на свою стоимость, но необычно. А в конце лестницы водопады побольше. И пройдя через ресторан, попадаем на основную территорию отеля. Кстати, до того, как заселиться, получить номер, мы здесь прогуливались, и я обращала внимание как раз-таки на эти номера, которые находятся на первом этаже. Здесь у них своя большая терраса, выход сюда. И мне казалось, что, в принципе, возможно, все не так уж и плохо. И все-таки надежда у меня теплится, что эти номера другие, что не все такие убогие, как у нас. Вообще территория состоит из таких трехэтажных корпусов, как у нас, и двухэтажных мини-вилл. Они ближе к морю и выглядят покомфортнее. А вот эта площадка для взрослых. Как я понимаю, больше она используется вечером, потому что здесь вот прям под открытым солнцем днем не посидишь. Видим стулья, столики, даже есть на некоторых вот такие мягкие подушки. И есть сцена, поэтому я думаю, что там вечером должна быть какая-то анимация и, возможно, будет даже очень и очень комфортно. Мне здесь нравятся особенно пальмы. Они такие высокие, такие зеленые, развесистые. Кстати, обратите внимание, заботятся о туристах, об отдыхающих. Финики закрыли вот такими сетками, чтобы они никому на голову не падали и чтобы здесь не портили пространство. Двигаемся дальше. Вечером, правда, мы здесь тоже ничего не нашли, но зона эта хорошая. Ближе к закату пили здесь кофе. И хоть мебель уже в престарелом состоянии, но пальмы спасают. Есть и варианты более новой мебели. Это, конечно, радует. Итак, мы находимся на детской площадке для детей от 3 до 12 лет. Что мы здесь имеем? У нас есть песок. Песок, ведь все дети с 3 до 12 лет любят песок. Еще есть вот такие вот металлические стойки, где должны быть качели, но, к сожалению, это качели без качелей. Они могут быть воображаемые качели. У вас же хорошо, у детей особенно хорошо работает воображение, поэтому садимся на качели и начинаем качаться. Ла-ла, ла-ла. Но можно полазить по вот этим. Мне кажется, тоже довольно хорошая физическая нагрузка. Оп, оп. Оп! Вот и дети развлеклись. Отлично. Отличная детская площадка. Проходим дальше. И если вы думали, что здесь только одна детская площадка, то я вас обрадую. Снова детская площадка. И здесь уже есть качелики. Качелики. Даже с крышей. Поэтому в солнечную погоду здесь можно качаться. Дальше есть еще одна качеля, но она немножко у нас в таком аварийном состоянии. Интересно, думаете, попробовать на нее сесть или нет? Ну, в общем, я не советую. И есть еще для детей вот такая развлекушка. Так, давайте. О, смотрите. Бам-бам-бам-бам. Вот так вот и ломают детские площадки. А потом такие всякие блогеры, как я, приезжают и говорят, нету детских площадок. Вот такие вот залазят. Состояние качелей плачевное. Я не понимаю, их же всего 2 штуки. Можно как-то сделать хорошими, не такие уж большие затраты. А то смотрится как заброшенные. Но в целом хочу отметить, что зелень на территории – это скорее, конечно же, плюс всей этой территории. И эти огромные пальмы, которые дают тени, вот это египетское настроение. Поэтому за зелень огромный-огромный плюс.
мы переместились к основному бассейну, единственному основному бассейну. Он небольшого размера, как видим, не очень популярное место. Немного здесь оборудования, но довольно добротненько все выглядит, потому что там есть матрасики на всех же шезлонгах, зонтики. Но знаете, что меня удивило? Это цвет воды. Он немножко непрозрачный. Почистить его, конечно, не мешало бы. И еще здесь есть 2 чаши. Вроде джакузи должно быть, но на данный момент не работает. Вообще в этой зоне проводили время в основном европейцы, отдыхающие в отеле. Здесь тихо и спокойно. Кстати, как бонус для отдыха с детьми, но и для взрослых в том числе, это аквапарк. И здесь 4 горочки, не большие, не маленькие, но повеселиться достаточно. И довольно большой бассейн. Многие его используют как и просто для плавания, хотя сейчас он закрыт, сейчас обеденное время, но дети прыгают. Ой, оно настоящее? Да. Вот такую золотую рыбку можно поймать на море. Давай покажем. Вау, она умерла? Надеюсь, что мы не умрем в этом отеле. Кстати, вот эти 2 подружки с рыбками обещали подписаться на канал. Я проверю. А вы тоже нажимайте подписаться и колокольчик, чтобы знать о новых видео. Обратите внимание, сколько здесь зон для детей. 2 детские площадки, еще детский бассейн с 3 небольшими горками. Но надо сказать, что дети здесь постоянно тусуются. Вот я обращаю внимание, сейчас, конечно, обеденный перерыв, но постоянно здесь мамочки с детьми. В таком отеле, я думаю, очень важно бар. Но бар здесь на всю территорию пляж только один. Мы сейчас здесь находимся. Довольно большой. Обратите внимание, сколько столиков. Весь такой радужный, разноцветный. Стулья, столики, зонтики разукрашены в разноцветный вот такой вид. И очень даже празднично. Что же там наливают? Ответственный за бар у нас Александр. Так, что здесь можно взять? Вижу здесь кофемашина, здесь капучино и эспрессо, сахар, вода, есть еще холодильнички, газировочки. В баре все по минимуму. Соки юпи, газированная кола, спрайт, кофе из автомата. Кстати, чая сказали, что нет. Местный самый дешевый алкоголь. И да, вода со льдом – это роскошь. А стаканы многоразовый пластик. Уж лучше бы были одноразовые стаканчики. На баре я здесь пью только воду. И большая радость – мне дали лед. Общий балл по территории у нас получился 4,8. И это, скажем, таки плюсовая часть нашего всего обзора, потому что, кстати, заселили нас не сразу. Получилось так, что мы сначала прогулялись по территории, и я даже была удивлена тому, что территория довольно-таки зеленая, вот эти высокие пальмы, цветочки, плюс вот эти чиллаут-зоны с мягкими креслами. Они, конечно, делают хотя бы какое-то дело в пользу отдыха, поэтому прям что-то плохое, супер плохое, кроме детских площадок уникальных, я, пожалуй, не могу сказать. И аквапарк даже какой-то есть. Не знаете, что привезти из Египта? Мы специально для вас сделали интернет-магазин с бесплатной доставкой в отель по Хургаде. Теперь вам не нужно бегать по торговцам и сбивать завышенные цены. Все самое необходимое есть у нас на сайте по самым привлекательным ценам. Что мы здесь делаем? Мне кажется, я попала не в свою среду. Простите меня, подписчики. Какая же замечательная у нас погода. Солнце, пальмы. Сейчас мы сходим на обед, подкрепимся. Наверное, настроение сразу вернется. Ух!
отеле 3 звезды. Это у нас хлебный стол. Видим булочки, черно-белый хлеб, салатики с разными заправками. Здесь и свежие овощи нарезаны, и немножко солений видим. Тарелки в ассортименте. Ну и в главной еде. Рис выглядывает здесь стандартный египетский. Здесь у нас окна. Знаете, что такое окна? Обычно она в таком остром соусе. Это овощ такой. Рыбка выглядит очень аппетитно в томатной пасте, в томатном соусе, вернее. Дальше у нас овощи. Вот это я люблю. диетическое питание. Тяжело, кстати, называется это все. Здесь, не знаю, похоже на какой-то гратен. И здесь у нас макарошки с подливочкой. Передвигаемся дальше. Это мясо, курица, говядина. Все машут, улыбаются. Супер! Картошка фри у нас еще есть. И вареная картошечка. Ну и, собственно, все. На этом мы закончили обзор еды. Ресторан выглядит вот так. Замер место там. Стол с десертами. Здесь у нас бисквитики. Такие стандартные бисквиты, просто разного цвета. Какой-то суфлешка. Из фруктов финики. И что это вообще зеленое? Это апельсины, наверное, зеленые. Да. И вот там еще маленький столик. И вот теперь будет все. А то я вас уже обманула. Здесь у нас два варианта супа. Вегетарианский суп и еще какой-то тыквенный, кажется. Самое интересное, что тарелка у меня практически как всегда. Это овощи и рыба, которые я здесь нашла. Ну, что, кстати, мясных вариантов, мясных блюд, как я обычно говорю, долго считать не пришлось, я уже и не могу выговорить. Здесь 3 варианта. Рыба, курица и говядина. 3 звезды, 3 варианта. Мясо. Мы сегодня на диете. Отдых отдыхом, а обед, вернее ужин по расписанию. Я слышу аромат гриля. Пойдемте посмотрим, что дают. Итак, что сегодня на ужин? Начинаем с супов. Также 2 варианта супа. Какой-то с вермишелью, наверное, и овощной. Здесь есть стол со сладостями. Он примерно такой же, как был. Желешечка только добавилась. А так здесь финики у нас. Финики и гранаты. Вечером дает гранаты. Хлебный стол. Красивый хлебный стол у нас. Дальше такие соусы и очень много овощей. Это как раз для меня. Спасибо. Проходим дальше. Дальше везде название отеля прописано. Здесь у нас белый рис. Это у нас горох и рыбка. Рыбка похожа на такую, как была в обед. Здесь у нас картошечка для белорусов, вермишель и овощи. Вот, смотрите, какая красота из макарон. Рис, довольный повар. Здесь у нас мясо с овощами. А это что-то из тыквы, кажется. Yes, и чикен, говорят, осад. Это паста у нас. Передайте привет нашему повару. Кстати, на улице очень хорошая атмосфера. Вот эти огонечки, мангал виднеется издалека. Запах тоже соответствующий. Здесь у нас курица, гриль. А здесь самое важное, это помнить, что все-таки у нас 3 звезды. И это $56 на двоих за сутки. Все включено.
Поэтому у нас есть говядина, у нас есть курица-гриль, еще была рыба. То есть голодными мы не останемся. И это самое главное. Общий балл по питанию у нас получился 3,5. Отель 3 звезды и балл 3. Но я хочу отметить, кстати, что да, выбор небольшой, естественно, но мы помним все-таки, что это дешевый 3-звездочный отель. Я, кстати, хочу заметить, что в некоторых 4-звездочных отелях, тоже дешевых, можно встретить примерно такое же питание. Поэтому звезды ни о чем не говорят. Но все-таки здесь еще и кормят, да, здесь есть all-inclusive. И, скажем так, уже это радует, что можно хотя бы что-то покушать. Картошка фри была, кстати, неплоха. Я только удивилась, почему не было пиццы. Обычно во всех отелях дают пиццу. А сейчас я расскажу, как, отдыхая на пляже, можно забронировать экскурсию за 20 секунд. Открывайте наше приложение Travel24, выбирайте город, в котором отдыхаете, нажимайте на иконку мессенджера, Viber, WhatsApp или Telegram и пишите, на какую экскурсию хотите поехать. Вся нужная информация приходит вам в мессенджер. Можно задать любой вопрос, и мы всегда на связи. Но есть, конечно же, плюс в таких маленьких отелях, это то, что долго идти до пляжа не нужно. Вот он бассейн, вот один, второй, корпуса, все это видно как на ладони, главный ресторан, и вот он, весь отельный пляж. Прямо для ленивых, скажем так, территория. Посмотрим, что он из себя представляет. Я думаю, здесь мы и найдем плюс отеля. Действительно, расстояние до пляжа может быть и 20 метров, но от самого дальнего номера 200 метров. Сам пляж небольшой на ширину территории отеля, то есть пляжная линия всего 50 метров. Итак, рассматриваем оборудование. Здесь мы видим соломенные вот такие вот плетеные зонты. Под каждым зонтом у нас 2 шезлонга, причем довольно такие неплохие. Это деревянные, вот такие, кстати, они ниже, чем стандартные. На каждом шезлонге такой мягкий матрас. Это, кстати, очень достойно, как пляжное вот такое место, пляжная зона. И вот такая вот шикарная, широкая стойка от ветра. Особенно зимой это прям ценный плюс. Да, оборудование меня порадовало, оно не идеальное, некоторые срочно нужно перекрашивать, но по комфорту отлично. Участок пляжа не очень большой и широкий, оборудование стоит плотненько, но, например, сейчас, в час пик, мы ничего для себя не нашли. Пойдем еще на пирсах проверим и заодно посмотрим, что из себя представляет песок на пляже. Я села, мне комфортно. Песочек такой, не прям вот просеянный, не из песочных часов, но достойный, чтобы детям поиграть, например, в лопатки-ведерки. Все есть. Дополнительную пляжную зону создает волнорез, который находится и с одной и с второй стороны, но оборудованный только один из них. Здесь вот и оборудование видим, шезлонги, зонтики, все стандартно. Но и здесь в час пик мы не нашли мест. Но это неудивительно, посмотрите, сколько народа в море. Казалось бы, просто волнорез, а это плюс 80 метров зоны для отдыха у моря. Срочно нужно и второе оборудовать, чтобы всем хватало места. В этом отеле сегодня, видимо, не наш день, потому что мы нашли только один шезлонг. Вот такой вот полотенец, к сожалению, нет. Здесь столько отдыхающих, особенно час пик, 4 часа. Все море заполнено, все шезлонги заполнены. Полотенец не хватает, а кто успел взять полотенце, то они их расстилают прямо на песке. Действительно, я давно не видела столько отдыхающих на отельном пляже, которые плавают в море. И есть будто бы расписание. Пообедали. Поспали, отдохнули в номере, в это время более свободно на пляже, а после 3 часов все подтягиваются и наступает вот это столпотворение. И, кстати, 90% отдыхающих русскоговорящие.
Ну и, наконец, я приблизилась к воде. Сейчас у нас конец сентября, вода просто шикарная. Потом мы, конечно, померим. Ну а пока давайте посмотрим на вход. Здесь вход песчаный, но есть небольшие камешки. Преимущественно, я вот обращаю внимание, люди заходят даже босыми ногами, но я рекомендую иметь при себе специальную обувь, чтобы уж точно не пораниться, не наступить на какое-нибудь живое существо или даже камушек. Но сейчас мы еще зайдем, протестим и покажем вам, как выглядит дно. Самый волнительный момент сегодня у нас 27 сентября. Уточка Моня в работе. 33 градуса она показывает. Сейчас померим, насколько теплое море, но по моим ощущениям оно просто бесподобное. Так, мы идем, не забываем. А я забыла окунуть Моню. Я окунаю себя. Ладно, все. Окунаем Моню. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, как ей хорошо, вы себе не представляете. Она так плавает, плавает. И какие ставки? 30 градусов. 30 градусов. Может, еще поддержим, не верится. Но реально оно так и ощущается. Я плаваю. Ну и самое главное, оценка, которая, собственно, и вытягивает весь этот отель, это оценка за пляж 7,3. Как бы я там ни говорила по номеру, по территории, по ресепшену, который очень маленький, и сразу видно, что отель дешевый, по питанию, но пляж здесь хороший. Здесь действительно хороший пляж, и это как раз подходит для людей, которые приехали отдыхать на море. Я даже встретила там подписчицу, мы фотографировались. На мой вопрос, как отель, конечно, она ничего не ответила. Она ответила так: мы очень хотели попасть на море. То есть это такой вот вариант для того, чтобы попасть на море, а как раз-таки оно здесь хорошее, и именно здесь проводили люди время. Ну и, наконец, общий балл отеля 5,25. Вообще получилось не так уж и мало. Как видим, это не двойка и не тройка, как за номер и питание, потому что пляж все вытянул. Пляж и территория, конечно, помогли. Но в целом, что я могу сказать? Буду ли рекомендовать этот отель своим друзьям и родственникам? Конечно же, нет. Но в то же время кто там отдыхает? Обычно там отдыхают люди, которые
реально, вот как я сказала, хотят просто попасть на море. Сейчас стоимость отдыха взлетела, скажем так, все очень дорого, стало гораздо дороже, чем, например, в прошлом и позапрошлом сезоне, и поэтому приходится приезжать и сюда. И, кстати, если смотреть, то контингент здесь в основном русскоговорящий. Ну и как вариант еще очень многие берут этот отель, потому что он дешевый, и они не планируют там проводить много времени. Они планируют больше экскурсий, особенно кто едет, например, на двухдневную экскурсию в Луксор можно поехать, на двухдневную экскурсию Каир, Александрия можно поехать. И, соответственно, ты в отеле уже не так уж и много проводишь времени, и при этом тебе не жалко потраченных, например, на хороший отель денег. Правильно? Поэтому, если вы уже купили тур в этот отель, то ждем вас на нашем сайте Travel24 онлайн. А цены на все популярные экскурсии из Египта, Эмиратов, Турции и Шри-Ланки смотрите на нашем сайте Travel24 онлайн. Ну а мне не забудьте поставить пальчик вверх и поделиться этим видео с друзьями. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы всегда видеть новое видео. А оно уже совсем скоро, не пропусти. Пока-пока! Ох, наконец-то! Арбузное счастье!